Хорошо, когда мы говорим о создании угла, который лучше, чем прямой, мы говорим о поддержке под игроком, который вот-вот получит мяч. Итак, в этом примере мы будем использовать полосу в центре поля, потому что это очевидно дает четкое визуальное представление о том, как должен выглядеть квадратный мяч. Если бы этому игроку пришлось играть квадратным мячом, он бы пролетел прямо по этой линии. Так вот, в этом примере этот игрок собирается отдать пас вперед игроку, находящемуся в воротах. А теперь то, что обычно происходит, когда мяч находится на пути к цели, этот игрок начинает выбегать на поле. Так что, когда мяч попадает сюда, к этому игроку мишени, часто игрок поддержки обгоняет цель. И для этого игрока становится практически невозможным передать мяч туда, если только это невозможно. Этот мячик попадает ей в голову, и она может включить его. Другая опасность заключается в том, что действия защитника становятся довольно предсказуемыми, так как он может видеть, как нападающий движется вперед, и поэтому он может ускользнуть. И если мы попытаемся разыграть этот пас, у этого защитника есть хороший шанс выставить ногу и перехватить его или выбить прочь. Итак, что мы хотим сделать, так это чтобы мяч попал в эту цель, и у нее возникло давление на спину. Мы предполагаем, что сейчас она испытывает сильное давление. Она не будет пытаться отбить мяч. Вот что мы хотим сделать. Когда мы выйдем вперед, мы остановимся и сядем под ней. Потому что теперь, когда мяч летит к ней, она может играть так, как ей хочется. А это самый простой способ игры. Итак, мы находимся под ней, и еще один момент. Когда мы находимся под ней, ее пас не обязательно должен быть идеальным. Мы даем ей возможность ошибиться. Все, что ей нужно сделать, это просто направить мяч в нашу сторону, и нам легко будет его принять и пойти вперед. Если мы подойдем слишком близко к ней, когда она будет делать пас, то она может ударить по мячу слишком сильно. Теперь мяч у населения. Нам нужно найти удобную дистанцию, чтобы облегчить ей задачу, чтобы она могла играть лицом к нам, и у нас будет отличный шанс принять мяч и пойти вперед. Теперь давайте представим, что этот пас от одного игрока к другому должен быть направлен внутрь поля к игроку, на которого он нацелен. Очевидно, что для этого игрока будет очень сложно сделать обратный пас, чтобы перебросить мяч через свое тело и отдать его своему партнеру, даже если партнер находится под ней. Поэтому, если мы будем этим игроком, нам нужно будет прочитать пас, понять язык тела этого игрока, и если пас направлен внутрь поля, то нам нужно просто переместиться ближе к центру поля. Наша главная цель здесь – сделать жизнь этого игрока как можно проще. Вот пример полузащитника, который поддерживает нападающего. Давайте посмотрим, как полузащитник управляет дистанцией между собой и нападающим. Обратите внимание, как она не только останавливается, но и делает шаг назад, чтобы у принимающей мяч было больше пространства для маневра. В этом ролике мы видим, как правый нападающий оказывается под принимающий мяч, которая стоит на месте. Поскольку угол ее поддержки лучше, чем прямой, принимающий мяч может сделать простую передачу. Это позволяет всем игрокам играть так, как они хотят. Ну и последний вариант, о котором мы поговорим, когда у игрока чуть больше свободы. Допустим, у принимающей мяч есть два игрока поддержки. Теперь мяч у нее. В этот момент, возможно, будет лучше, если игрок поддержки не будет находиться под ней, а побежит вперед, предполагая, что первый пас будет сделан туда. И тогда принимающая мяч сможет сделать ответный пас. Это нормально, если у игрока есть поддержка. В этом примере у принимающей мяч есть полузащитник, который ее поддерживает. Это дает левому нападающему возможность пробежать мимо нее по полю. В результате получается хорошая комбинация, которая выводит атакующую команду за линию защиты. Если у нее нет такой поддержки и ситуация выглядит примерно так, то очевидно, чтобы облегчить ей задачу, мы встаем под нее и даем ей возможность играть так, как она хочет.
Вот что мы имеем в виду, когда говорим лучше, чем прямой угол. Это прямой угол, а это хуже, чем прямой угол. А вот с этой стороны полузащиты в этом примере мы будем говорить лучше, чем прямой угол.